4 названия животных в финансовом мире. Черный лебедь, носорог, кит и слон. Что это означает? В последнее время мировой финансовый рынок стал нестабильным. И многие люди сильно обеспокоены этой ситуацией. Затем в различных комментариях и отчетах мы часто слышим упоминания имен некоторых животных, такие как черный лебедь, серый носорог, большой слон или лондонский кит. Так что же значат эти названия этих животных в финансовом мире? Сегодня мы с вами разберем ответ на эти вопросы. Давайте начнем с названия черный лебедь. Популярность происходит от известной книги Талиба, автора бестселлера под названием «Черный лебедь». В Европе все лебеди белые, и каждый в этом убежден. То есть сложился такой стереотип. Еще сотни лет назад европейцы прибыли в Австралию и неожиданно обнаружили черных лебедей. Поэтому Талиб использовал черных лебедей, название черных лебедей, для описания маловероятных событий, которые происходят в нашей с вами жизни. Они часто непредсказуемы. Никто не знает, что происходит в мире в данную секунду и что будет происходить. Как только это происходит, воздействие часто оказывается значительным. В то же время инцидент с черным лебедем также можно интерпретировать по факту. Даже если вы не знаете, как это случилось или произошло, оно обычно происходит внезапно. А после этого вы обнаружите, что на самом деле у него есть внутренняя логика. Например, мировой финансовый рынок в последнее время стал турбулентным. Основные фондовые индексы резко упали. S&P 500 4 раза останавливали, а цены на нефть рухнули на 10% за один день. Все говорят, что это черные лебеди. Но когда это происходит, вы обнаружите, что это действительно можно объяснить определенной теорией. К примеру, новая эпидемия коронавируса COVID-19 и нефтяным кризисом и так далее. Второе слово называется серый носорог. Серые носороги – обычное животное в африканской саванне. Он выглядит медленным и безвредным. Многие туристы отправляются в прерию, чтобы увидеть группу серых носорогов, которые там неторопливо проживают. Итак, когда мы подходим к животному, чтобы сделать снимок, серый носорог безразличен. А когда мы подошли ближе к стае, они продолжают быть равнодушными. Стоя рядом с ними и прикасаясь к их малышам, они также кажутся безразличными. Но если серый носорог разгневается, вам не удастся сбежать. Поэтому метафора слова серого носорога – это те события, которые имеют высокую вероятность возникновения и в то же время принесут большие риски. Вы можете четко предвидеть кризис, но вы закрываете глаза и уже видите конкретную опасность, которая перед носом, вот она, происходит. Но, к сожалению, слишком поздно убежать или сбежать, спрятаться. Например, в Китае существует несколько крупных серых носорогов. Один из них – это инвестиции в основной капитал. Другие – платформа местных задолженностей. Некоторые эксперты считают также недвижимость серым носорогом. То есть, если вы посмотрите, она постоянно растет. Их вес достаточно велик. И всякий раз, когда экономика колеблется, это часто является наиболее важным средством регулирования экономики. Но их постоянное расширение также означает приближающийся структурный кризис. Когда они лопнут, любые спасательные меры не смогут спасти ситуацию. Третье слово называется большой слон, который относится к тяжеловесам, которые оказывают значительное влияние на финансовые рынки.
В шанхайском индексе китайского фондового рынка есть 6 крупных финансовых акций класса белых слонов. Давайте рассмотрим. Промышленный коммерческий банк Китая, сельскохозяйственный банк Китая, страховая компания Ping, China Merchant Bank и 2 нефтяных корпорации. Вместе они составили 55% веса шанхайского фондового индекса. Когда взвешенные акции резко возрастают, шанхайский фондовый индекс также резко растет. Это явление резких колебаний на финансовых рынках называются танцами слонов. Последнее животное в финансовом мире называется лондонский кит. И он является синонимом чрезвычайно рискованных операций в финансовом мире. Первые дни лондонский кит на самом деле был прозвищем JP Morgan Chase, трейдера по имени Бруно Иксил. Он работает в Лондоне. В то же время он очень здоровый. В начале 2012 года Иксил занял большую позицию на рынке облигаций. Провел большое количество различных торговых операций по контрактам с деривативами, по кредитам и даже участвовал в ряде операций хеджирования фондовых ставок. Однако в апреле 2012 года, когда европейский долговой кризис усилился, кредитная конъюнктура на мировом рынке ухудшилась и риски корпоративного дефолта возросли. В результате инвестиционный портфель Иксила принес JP Morgan Chase убыток в $2 миллиарда США всего за 6 недель. А в течение следующих 2 месяцев эти цифры увеличивались, накапливались, что в конечном итоге привело к крупнейшим потерям в истории JP Morgan Chase к $6,5 миллиардов США. Иксил стал известен, и его личное прозвище «Лондонский кит» стало универсальным синонимом в этой отрасли. А самой большой уверенностью в мире бизнеса является неопределенность. Поэтому люди используют такие термины, как черный лебедь, серый носорог, большой слон или лондонский кит, чтобы описать эти неопределенные сцены, когда они появляются на горизонте. Для некоторых это катастрофа, но для других это шанс, возможность, может быть очень редкая возможность, чтобы невероятно разбогатеть. Вопрос для слушателей. Постучался ли черный лебедь в вашу жизнь в эти дни? Комментарии оставляем под этим видео. Большое спасибо за просмотр.